Всем привет! На этой неделе тема одна и та же ли это борьба у МТФ и у ФТМ. Я интерпретирую это так. Одинаково ли тяжело делать транзишн для МТФ и ФТМ? Также, однако, я хотел бы сказать, что нужно сравнивать еще ситуацию до начала гормонотерапии и после. Мне до недавнего времени всегда казалось, что МТФ трансженщинам намного сложнее, чем ФТМ трансмужчинам. Значит, что сложнее? Сложнее детство. Быть пацанкой, например, намного легче, мне кажется, чем мальчиком, которому хочется носить платье и краситься. То есть он сразу считается каким-то слабаком и так далее. Вот, а быть пацанкой, это же прикольно, ты там как мальчики лазишь по деревьям. Но когда речь идет о том, что человек уже вырос не в свой пол, и теперь начинает заменительную гормонотерапию, то опять МТФ сложнее, тяжелее, чем ФТМ. Потому что делает с нами тестостерон? Тестостерон делает тело грубее, парни растут, они становятся выше, у них становятся грубее черты лица, у них грубее скулы, более четкий, скажем, четко выраженный подбородок, шея шире, плечи шире, мышцы больше, руки больше. И вот этому человеку теперь сделать транзишн в сторону девушки, у которой должны быть тонкие черты лица, она желательно должна быть какого-то тонкого телосложения. Конечно, можно перестать жрать. То есть это значит голодать, это плохо, это тяжело. Да, она может стать худее, но все же тогда она будет какой-то костлявой, на мой взгляд, все еще с довольно грубыми чертами лица. Если не повезет. Конечно, есть ситуации, когда круто везет и начинается гормонотерапия достаточно рано, или тестостерон не настолько все испортил. У нас растет борода, мы можем жрать, если побольше есть и качать мышцы, то, надо следить за питанием, не жрать там торты, скажем, протеин, мясо, вот. И качать мышцы, и, в общем, то пасинг становится относительно хороший. То есть, не знаю, я считаю, тут не на что жаловаться большинству. Вот. Голос опускается, опять-таки МТФ, голос все равно низкий, приходится говорить тоненько, и все равно слышно. Не знаю, в общем, каждый подстраивается по-своему. Мне кажется, все-таки в этом смысле ФТМ тоже проще, чем МТФ. Почему я сейчас склоняюсь думать, что ФТМ немного сложнее с операциями, чем МТФ? Потому что грудь. Это значит операция, большие шрамы, если не повезет, маленькие шрамы. Например, в моем случае я все еще недоволен. Мне кажется, что у меня все еще какие-то кратеры, и неизвестно, что за форма. То есть хочется сделать корректуру, может быть. У женщин, трансженщин, грудь просто растет. Да, многие, или я не знаю, насколько многие, я вообще не знаю никаких статистик, но знаю, что делают имплантанты силиконовые, чтобы увеличить грудь. И знаю, что они делают эпиляцию или лазерной терапии, или есть еще другие способы по удалению волос, бороды, или еще на теле, на груди. Я думаю, что это вообще жесть какая-то, все это сделать. Пока говорю, опять склоняюсь к тому, что нифига им не проще. Не знаю, наверное, просто у каждого свое. Но что, о чем я сейчас задумался, это о том, что если МТФ, трансженщина, делает операции внизу, то у нее все шрамы, которые будут существовать, они все внутренние. У нас, у ФТМ, если делать операцию там внизу, то это огромный шрам на руке или на ноге, как по выбору. Например, есть такие хирурги, которые делают в 4 подхода или в 5 подходов эту операцию. Корректуры, осложнения. У трансженщин я не знаю, как с осложнениями, корректурами. Знаю только, что есть такие, которые просто не вылазят из больниц, тоже постоянно делают какие-то дополнительные операции. Они уменьшают нос, они уменьшают скулы реально, они убирают кадык,
Ну, да, наверное, можно бесконечно перечислять, что делать, и это очень-очень проблематично, тяжело, не позавидуешь, в общем. Я склоняюсь к тому, что пассинг – это очень-очень важная компонента и важная категория по тому, вот, как оценить, кому тяжелее, потому что пассинг – это то, с чем сталкиваешься каждый день. Я не думаю, что я могу подвести итог и сказать, да, тем сложнее, чем этим. Я просто вот остановлюсь на том, что сейчас я перечислил то, как я считаю, кому как, в какой ситуации, вот. И дальше все, я думаю, сугубо индивидуально. Нельзя так обобщать. Большое спасибо за внимание. Продолжайте смотреть Paperboy, подписывайтесь, лайкайте. До следующего раза.